Однажды в Италии, в госпитале для заключенных, случился праздник. Точнее, он случился по всей стране. Для обожающей футбол нации принять у себя чемпионат мира и впрямь событие. Но у хворых сидельцев радость выдалась двойная. Администрация разрешила смотреть игры. И ради такого дела в холле даже устанавливают телевизор. Но вдруг в конце коридора показывается немолодой мужчина в шлепанцах и халате. Один из пациентов. Понаблюдав за действиями телемастера, он произносит: смотреть телевизор здесь нельзя, даже чемпионат. И хотя вид у старичка скорее недотепистый, чем угрожающий, собравшиеся в ожидании начала трансляции постояльцы тюремного спецотделения больнички мгновенно рассасываются, а охранник шипит недоумевающему телемастеру: «Убирай». Потом они будут рассказывать внукам, как на их глазах сам Пиппо Кало, большой босс сицилийской мафии, по непонятным причинам оставил без футбольного праздника своих же товарищей по несчастью. Однажды в Италии. Почти все значимые члены Коза Ностры – яркие персонажи. Их биографии достойны пера Шекспира. Их поступки, повороты судьбы и мотивы широкими мазками обозначают их характеры. А вот портрет Джузеппе Кало будто нарисован тупым карандашом через стершуюся копирку. Очки есть, взгляда нет. Про него нет исследований, о нем не писали книг. В фильмах про мафию он в лучшем случае невыразительный эпизод. Журналисты, если приходится его упомянуть, передирают друг у друга сведения из Википедии. Журналистов можно понять, в аудио и видеозаписях его многочасовых допросов, очных ставок и выступлений перед судом можно увязнуть. Они как булькающая на медленном огне каша-размазня, периодически плюющаяся в кого-то кипятком. А в результате, что на первом часу прослушивания, что на 101-м, одно и то же. Там не то что сенсации не нарыть, там зерна смысла не найдется. И лишь усиливается вопрос «как?». Как он мог быть боссом Коза Ностры, имевшим в распоряжении около 200 бойцов, владевшим миллиардами и наворочившим дел на 10 пожизненных сроков и еще 53 года тюрьмы? Как случилось, что крестным отцом назвали того, о ком говорят, что у него никогда не было яиц? Как серая ворона могла тягаться с боссами, которых звали соколами? И почему ни один профессиональный киллер не добрался до кассира, от которого за версту разило гнилью? Может быть, попробуйте разобраться вы. Джузеппе Кало родился 30 сентября 1931 года в Палермо, квартал Порто-Ново, в семье потомственных мафиози. Дед, отец, дяди. Брат отца Паоло Кало по совместительству вратарь футбольной команды Палермо. Яркая личность. Брат матери Гаэтано Филиппоне вообще глава группировки квартала. Абсолютный авторитет, всю жизнь ездивший на автобусе. Образование у Джузеппе Кало незаконченное среднее. Он жаловался потом судьям, что бросил школу, потому что остался сиротой и должен был кормить семью. Отчасти это правда, отца Пиппо Кало действительно потерял. Но только в 1954-м, когда ему было уже хорошо за 20, и дотянуть восьмилетку он должен был еще лет 10 назад. Впрочем, образование в этой среде вообще не в моде, закончившие школу в поколении Кало скорее исключение, а пожаловаться на горькую судьбу любит далеко не он один в Италии. Судьба и правда не мед. Отца Джузеппе Леонардо застрелил на глазах у сына другой мафиози Франческо Скалетто. Говорят, Пиппо Кало якобы гнался за коляской убийцы, стрелял в него, но то ли промахнулся, то ли задел слегка. Как бы то ни было, через пару дней Скалетто таки получил 14 пуль в голову. И хотя это сделали совсем другие люди, вопрос кровной мести снялся сам собой, а попытку крестные отцы Палермо зачли Кало как крещение кровью. Ритуал посвящения пунчуту у Кало принимал друг Томмазо Бушетта. Хотя он не из такой уважаемой семьи, как посвящаемый, и всего на пару лет старше, но почетное звание Дон Мазино носит уже давно. К его слову в клане прислушиваются, и вообще он своего рода профсоюзный лидер, организует помощь всем нуждающимся. Да и кровным родственникам судьба сироты Пиппо не безразлична. Дядюшка Тано всегда рад помочь, так что дела у новоиспеченного мафиози быстро идут в гору. Еще вчера он скромный продавец в магазине тканей, а сегодня не без помощи приемных отцов уже владелец бара. Конечно, не за просто так. Звание крестного сына налагает определенные обязанности, но что там тех обязанностей? В эти благословенные времена Коза Ностра занимается по большей части контрабандой сигарет, сбором податей с лавочников и карманников и делает лишь первые неуверенные шаги в строительных махинациях и наркотрафике. Стреляют тогда люди чести тоже нечасто, первая мафиозная война начнется только в декабре 61-го, да и то. Война эта прошла мимо Кало. Враждовавшим кланам он не принадлежал. А уже в апреле 62-го и вовсе оказался под арестом.
Отсидел немало, почти 6 лет, причем большую часть времени в ожидании суда. Зато в хорошей компании Лучано Лиджи, Сальваторе Риина, Пьетро Торетто, Анджело Лабарбера, Доменико Балдуччи. Опять же, для карьеры полезно, ведь отсидевший мафиози – это совсем не то, что не нюхавший нар салага. Так что, выйдя на свободу в 68-м, уже в 69-м он сменяет на посту главу семьи Порто-Ново, умершего от старости зятя Филиппоне Джузеппе Карвайо. Злые языки, правда, утверждают, что Кало избрали только потому, что отказался Бушетто, очень влиятельный, всеми уважаемый, но всегда предпочитавший роль вольного стрелка, не обремененного протоколом и должностными обязанностями. Поговаривали, что и руководством Кало многие были недовольны, хотели босса с характером потверже. И что Томмазо Спадаро, признанный король палермитанского района Кальса, даже вел переговоры о замене босса все с тем же Бушеттой. Но Кало каким-то образом сумел сделать так, чтобы Бушетто снова отказался. Злые языки вообще много чего говорят, ну а то, что именно в это время Бушетти и так уже сидящему за решеткой начинают припоминать старые грехи и добавлять срок, скорее всего, просто совпадение. Сам Кало все отрицал, и что он был в мафии, что он был боссом, и что он был плохим боссом. Потому что плохих боссов в верховный орган управления Коза Ностры не берут. Хотя, конечно, никаким членом купола он тоже не был. Ну, разве что самую малость, только до 80-го года. Ну, логика показаниям Кало вообще не свойственна. Но с его участием в управлении Коза Ностры и правда ничего не понятно. Даты называют разные. Некоторые не бьются со временем существования самой этой комиссии. Сопоставив все факты, пожалуй, можно утверждать, что с 1974 года, когда после долгого перерыва купол возобновил свою работу, и вплоть до своего ареста в 1985-м, Кало всегда туда входил. Но вряд ли играл серьезную роль. Нет ни одного свидетельства о том, чтобы он как-то повлиял на важные решения комиссии или даже просто высказался по ним. С начала 70-х он бывает в Палермо наездами, постоянно жить, постепенно перебравшись в Рим. Переехал, по его словам, исключительно ради лечения ребенка. Сын Кало действительно серьезно болен, что-то наследственное. В 71-м мальчику делают 2 операции. Кало зажевывает слова, путается в датах, но разобраться все же можно. После лечения в столице ребенок жил с матерью в Палермо, а папа работал официально в принадлежащей семье мясной лавке в Риме. Потом в 74-м открыл там же антикварный магазин. Но это все ради ребенка. Даже купил загородную виллу ради него. Ведь бедняжка ни на море, ни в горах не бывал. Место, правда, выбрал странное, учитывая, что по соседству нет ни моря, ни гор, а только поместье мафиозного босса Стефано Бантаты. В 1975 году единственный сын Джузеппе Кало умер. Но не похоже, чтобы это сильно на что-то повлияло, ну разве что жена переехала в Рим. В Палермо Кало ездит нечасто, семьей руководит удаленно, на заседание купола обычно посылает гонцов. Впрочем, он такой не единственный, есть и другие, кто рулит кланами на расстоянии, некоторые даже из другого земного полушария. Ну а у Кало основное занятие вовсе не разработка законов жизни Коза Ностры. Он нашел себя в отмывании мафиозных денег, за что и получил кличку Кассир. Пожалуй, слишком скромное имя для таких масштабов. Тут больше подошло бы министр финансов. Кало не только хранит шифры всех банковских операций семьи. Он руководит денежными потоками, перенаправляя доходы от подпольных и горных домов, наркотрафика и похищения людей в приличные сферы, вроде строительства и антиквариата. Считается, что Пиппо Кало обладал большой властью, но чем глубже погружаешься в его биографию, тем больше сомнений, а был ли босс. Говорят, на Кало были замкнуты буквально все связи Коза Ностры в Риме. Через него шли контакты и с местным криминалитетом, вроде банды Делла Мальяно, и с молодыми семьями Каморры, и с влиятельной масонской ложей Пи-2, и с истеблишментом, банкирами, бизнесменами и политиками. Может быть. Но, по крайней мере, до конца 70-х он был максимум вторым лицом после Стефано Бантаты. Персонажа действительно яркого, харизматичного и влиятельного, чья власть в старой Коза Ностре не вызывает никаких сомнений. А потом абсолютную власть захватил Сальваторе Риино, у которого не было ни вторых лиц, ни третьих, а только послушные слуги. Но Кало в эту схему прекрасно вписывается. Пока сокол Бантаты наслаждается высотой полета, ручкается с аристократией и дарит премьеру Италии Джулио Андреотти музейной ценности картину, купленную, кстати, в антикварном магазине, принадлежащем Кало, тот, высоко не залетая, держит клюв по ветру и чует, в каком подполье что протухло. Так что, когда в 1978 году власти попытались подключить Коза Ностру к освобождению находящегося в заложниках крупного политика Альдо Мора, оказалось, что Бантата уже не в курсе актуальных раскладов. А сообщил ему об этом никто иной, как наш кассир. Как другу сообщил, они же с Бантатой, считай, братья.
Однажды в суде в ответ на упрек, что никогда не возражал Риине, Кало процитировал старинную сицилийскую поговорку «Quando la forza con la ragione contrasta, la forza vince, la ragione non basta». Когда сила сталкивается с правотой, побеждает сила, а правоты недостаточно. От чего у него не отнять, так это нюха на то, когда и в какую сторону нагнуться. Когда в 82-м корлеонцы уничтожали бантаты вместе со всей остальной старой гвардией, Пиппо Кало не возражал. И остался один представлять на большой земле интересы того, во что превратилась Коза Ностра. Никому, кроме самого Риины, он теперь не подчиняется, можно сказать, наместник бога на земле. Но до бога далеко, выезжать с Сицилии Риина не любит, так что позиция удобная. Подальше от начальства, поближе к кассе, куда деньги текут сладкой рекой. Понятно, что и к рукам кассира немножко прилипает. Ну, то есть как немножко. Когда 30 августа 1985 года Кало арестовали, только наличкой в доме было 380 миллионов лир. Это примерно 200 тысяч евро номинально и около полумиллиона, если учесть покупательную способность. На миллионы ювелирки, на миллионы произведений искусства, 11 квартир в Риме, 9 в курортной зоне на Сардинии, 3 виллы в живописной долине Риэта неподалеку от Рима. В одной из этих вилл при очередном обыске наконец нашли незаметную раньше потайную дверь в хранилище. А за ней 7 килограмм героина, 6 пластиковой взрывчатки, детонаторы, таймеры, огнестрельное оружие. Странноватый набор для кассира, но не такой уж странный для того, в чьих городских апартаментах уже обнаружены электронные взрывные устройства. Вот за эти игрушки в 92-м Кало и получил свой первый пожизненный срок. Точнее, за организацию подрыва пассажирского поезда 23 декабря 1984 года. 16 погибших, в том числе 3 детей. Но это только начало судебного эпоса в отношении Кало, потом пожизненные посыпались дождем. В 94-м за убийство сотрудничавших с юстицией. В 95-м теракты и убийства префекта Палермо Карло Альберто де ла Кьеза и шефа полиции Бориса Джулиана. 96-й пропущен, зато в 97-м приговоров целых 2. Один за комиссара Джованни Фальконе, второй за судью Чезаре Терранову. В 98-м снова 2 за политика Сальво Лиму и за мафиоза Доменико Балдуччи. В 99-м за комиссара Паоло Борселлино, 2000-й за судью Рока Киничи и опять 2000-й за Франко Импозимата, профсоюзного лидера и брата судьи. Был еще один приговор за комиссара Антонио Скапеллити, но его отменили в кассации, и того 10 пожизненных. Только в 2001-м суд смягчился и за журналиста Марио Франчезе назначил 70-летнему на тот момент Джузеппе Кало всего лишь 30 лет. Сам он не признал себя виновным ни в одном из этих преступлений. Сказал, терроризм не в моем характере. Сложно не согласиться, характер это не про Кало. Представить его совершающим какой-то отчаянный поступок невозможно, да и нет таких в его биографии. Своих рук кровью он не морал. Везде проходит как заказчик, причем почти всегда в компании с Тото Рииной и Бернардо Провенцано. Похоже, суд, не вдаваясь в подробности, просто налепил кассиру приговоры за все дела, где он поддакнул реальной власти Коза Ностры. 3 из своих пожизненных Кало вообще получил за теракты, совершенные в 92 году, когда сам он уже 7-й год был в тюрьме в режиме строжайшей изоляции. Но, видимо, изоляция оказалась не такой уж строгой, и кассир сумел таки приложить к этим операциям, если не руку, то голову. Ну или судья просто не стал вникать в детали, одним пожизненным больше, одним меньше. А еще, попытавшись продраться через многочасовые аудиозаписи выступлений Кало и увязнув в этой монотонной бессмыслице, я легко могу представить, что судья, который по долгу службы обязан был внимательно выслушивать все, просто ему отомстил. Ну или для профилактики. А то повадился судейских мучить. Конечно, сидельцу на пожизненном сплошное развлечение, ему в одиночной камере заняться нечем, а тут целый зал ушей, журналисты снимают, прокуроры записывают, пожалуйте выступать. Может, на самом деле только скукой и желанием разнообразить монотонный быт и объясняется неожиданно для всех сделанное в 2001-м заявление Джузеппе Кало о том, что он разрывает отношения с мафией. Пока в 90-х с его участием шел процесс за процессом, он только и твердил, что вообще не знает, кто такая эта ваша Коза Ностра. А вот когда отзвучали аплодисменты по последнему приговору, и секретарши, которые вели за Кало протоколы, перестали вздрагивать от фразы «слово предоставляется подсудимому», он вдруг начал делать заявления. Не очень, правда, громкие, по большей части опять ни о чем. Я был вынужден сказать, что принадлежу мафии, потому что иначе не мог бы получить очных ставок с мафиози, которых я не знаю, никогда не знал, и говорить мне с ними не о чем, потому что я их не знаю.
А они очень непорядочные люди и вообще все врут, а я хоть ничего и не знаю, никогда не знал, но правду говорю. И говорю правду только я, остальные клевещут, а я хороший, а они... Как метко пошутил один из немногих комментаторов аудиозаписи судебного допроса кассира, если бы он закончил хотя бы одну фразу, я бы его оправдал. Ну, оправдать не оправдать, но хотя бы понять. На чем же держалось его могущество? У него нет никакой харизмы. В его поведении нет уверенности, в его словах и поступках не видно большого ума и не чувствуется силы. А может, в этом и дело? Ведь не для того Сальваторе Риина перебил в начале 80-х всех, кто не признал его абсолютную власть, чтобы сажать на кассу потенциального конкурента. Может, главное достоинство Кало именно в том, что нет у него ни достоинства, ни того, что бывает под ним. Нет никого, кто называет Кало своим другом. И уже давно. Еще до своей гибели отдалились Инзерилла и Бантате. Он сам послал киллеров к Доменико Балдуччи из-за денежного долга. Томмазо Бушетто, друг детства, перестал им быть из-за того, что Кало не выступил против истребления Риина и его родственников. Он вообще никому никогда не помогал за просто так, никому не сделал добра. Если подумать, нет ни одного человека, который сказал бы «Я благодарен Джузеппе Кало». Список бывших коллег, давших против него показания, не поместится в экран, но слова в защиту не сказал ни один. Вряд ли он кого-то любил. Марина Маноя, один из сотрудничавших с юстицией мафиози, говорил, что когда он только познакомился с Пипо, тот был мягким, уравновешенным и вежливым, и изменился из-за смерти единственного сына. Боюсь, Маноя, ради дочери, отказавшейся от иммунитета, который ему предлагали в Штатах, и настоявшей, чтобы процесс над ним был в Италии, судит по себе. А во многочасовых речах Кало надлома в связи с потерей как-то не чувствуется. Из них сложно понять, что у него вообще был сын. Он почти не упоминает его, разве что вскользь, как второстепенную подробность ситуации. Никогда не называет ни по имени, ни сыном, ни даже своим ребенком. Просто ребенок. Ни сожаления, ни тепла. С теплом он не отзывается вообще ни о ком, даже жену упоминает только в связи с какой-то квартирой или виллой. 3 в Риэто, 9 на Сардинии, 11 в Риме. Может, только недвижимость и деньги он и любил. А ведь Пиппо Кало хороший кассир. Конечно, себя не обидит, но клиент-то доволен, это главное. А что ни ума, ни сердца, так мало ли их таких. Хоть среди темных финансистов, хоть среди светлых. И можно было бы на этом поставить точку, да только есть у Джузеппе Кало не только серое, но и черное дно. Известно как минимум о 2 убийствах, которые Кало совершил собственными руками. Руками в буквальном смысле, в жертв он не стрелял, а душил их. Не один, конечно, с помощниками, но веревку на горле затягивал именно он. Первым был Джованни Лаликато, глава десятки клана Порто-Ново, то есть подчиненный Кало. Обаятельный парень, хоть и тщедушный. Любимчик боссов Бантате и Бадаламенти. Решение об устранении было принято комиссией в наказание за плохое поведение. Лаликато имеет замужнюю любовницу, не знает меры в азартных играх, да еще и побил кого-то из членов Коза Ностры. Достаточно для приговора, но почему большой босс Кало захотел совершить казнь лично? По мнению уже упомянутого Марина Маноя, который рассказал эту историю, потому что злился на Лаликато, позволявшего себе открыто заявлять, что глава семьи из Кало так себе. Еще одной жертвой, которую кассир задушил собственноручно, был сын Томмазо Бушетто, Бенедетто. Его брат Алессандро убивал Сальваторе Кончеми, второй человек в банде после Кало. Кончеми подтвердил, что убийство детей Дона Мазина, не имевших отношения к мафии, было совершено по приказу Риины, и добавил интересную подробность. Кало выбирал, кого будет убивать. И выбрал того, кто был больше похож на отца. А ведь тот давал кровь для больного ребенка Кало. Доверял ему и считал себя его другом. Удивительно, ведь Дон Мазина – полная противоположность кассира. Один харизматичный, обаятельный, прирожденный лидер, никогда не стремившийся к власти. Другой – невыразительный, серый, неуверенный, но жаждущий командовать. Один прекрасно говорит и умеет убедить кого угодно в чем угодно. Другой не может сформулировать ни одной мысли, а когда раскрывает рот, сразу же настраивает слушателя против себя. Одного любили женщины, и он отвечал им взаимностью, другого даже жена навещала в тюрьме через раз. Один не нажил ничего, кроме 8 детей, другой сколотил состояние, но не оставил наследников. Одного уважали, другого либо боялись, либо презирали. Один легко давал и легко брал, другой всегда греб только под себя. Один во время отсидки организовал в тюрьме футбольную команду, другой не дал сокамерникам посмотреть чемпионат мира. Вот тут-то, на мой взгляд, и кроется ответ на вопрос, что же двигало потомственным человеком чести по имени Пиппо Кало. Гнилая зависть слабака к чужой жизненной силе, помноженная на злость.
Может, эта злоба поселилась в нем после гибели отца, может, после смерти сына. А может, она была всегда. Просто проявилась только когда он дорвался до власти. Джузеппе Кало 92 года. Он сидит в тюрьме строгого режима вот уже 38 лет. В какой-то момент у него изменилось выражение лица. И если раньше ни на одном его изображении невозможно было ни поймать взгляд, ни определить настроение, то теперь на фотографиях вдруг проступает усталый, грустный, очень растерянный старичок. Он явно не ожидал, что его дни будут заканчиваться вот так, ведь он по-прежнему считает, что прожил жизнь правильно, и не понимает, почему она так с ним обошлась. Он совершенно один. Те, кто считал его другом, назвали его предателем, а кто не успел, тот не без его помощи убит. В клане, который ему служил, давно забыли, кто он такой. Тот, кому служил он, в кассирах давно не нуждается. Те, кого он любил, были ли такие? Есть ли те, кто любит его? В 2021 году 90-летний Кало просил отменить ему режим строгой изоляции. Суд отказал, сославшись на то, что Коза Ностра до сих пор жизнеспособна, а он, как ее большой босс, чрезвычайно опасен. Не слишком ли лестная оценка для кассира? А впрочем, не жалко. Законы природы неумолимы, и вряд ли Кало, которому еще 10 лет назад делали операцию на сердце, проживет еще долго. Пожалеет ли о нем хоть кто-нибудь? Однажды в Италии.